Зодиакальные созвездия всегда рассматривали особо, поскольку Солнце всегда находится в одном из них. Уже тысячи лет назад жили предсказатели, астрологи, которые по дате рождения человека пытались предсказать его судьбу. Сейчас отношение людей к астрологии разное, но узнать о происхождении названий зодиакальных созвездий будет интересно. У богини облаков Нефелы от царя Афаманта были дети, Гела и Фрикс. Когда Афамант женился на земной женщине Ино, мачеха не взлюбила их и уговорила Афаманта принести сына в жертву богам. Но Нефела прислала детям златорунного овна, барана, который должен был унести их далеко на север. Помчался Овен по небу, остались внизу горы и луга Северной Греции, показалось море. Испугалась Гела, отпустила из рук рог овна и упала в море, которое с тех пор называется Гелеспонд, пролив Дарданеллы. На берегах Колхиды царь Иет приютил Фрикса, а Овен был принесен в жертву и его шкуру, золотое руно, повесили в гроте священной рощи Ареса. Овен попал на небо и несет на себе огненную колесницу Гелиоса, когда тот в первый месяц весны начинает годовой путь среди звезд. Зевс однажды увидел девушек, водивших хоровод на берегу моря. Восхитительнее всех в одежде из пурпурной ткани с золотым узором была Европа, юная дочь местного царя. Зевс спустился на землю в виде дивного белого быка. Бык опустился у ног Европы, начал лизать ей руки и ноги. Европа поцеловала его в лоб и села на широкую спину. Тотчас бык вскочил, кинулся в море и быстро поплыл, рассекая лазурные волны, словно дельфин. Европа не испугалась, почувствовав в нем небесного покровителя. В честь этого события на небе вспыхнуло созвездие Телец. Нет на небе другого созвездия, где бы две яркие звезды располагались так близко друг от друга. Вот почему люди давно уже решили, что это сыновья Леды, братья Елены Кастор и Полукс. Они росли и воспитывались вместе и были неразлучны, совсем как настоящие близнецы. Став великими героями Эллады, они совершили множество подвигов, поэтому люди и прозвали их близнецами и поместили на небо. Созвездие Рак – самое древнее среди зодиакальных собратьев. Согласно легенде, Гера ненавидела Геракла, сына Зевса и земной женщины. Так, когда Геракл по воле богов сражался с Лернейской гидрой, чудовищем с 7 головами, извергающим огонь и ядовитые газы, Гера наслала на него гигантского морского рака. Хотя рак успел укусить Геракла, но тот в пылу битвы не заметил этого и раздавил его. Гера поместила рака на небо. Созвездие Льва – одно из самых древних. Оно было выделено египетскими астрономами 5000 лет назад. В Древнем Египте лев считался священным животным. Кстати, его именем назвали не только созвездия, но и самый жаркий месяц года – август, в течение которого Солнце находится в этом созвездии. Только вода могла спасти от летнего зноя. В разлив Нила, когда земля насытится влагой, часть воды собиралась в хранилище, щели которых делались в виде львиной головы с открытой пастью, и из них била вода. Фонтаны входили в число культовых сооружений, посвященных богам. Однажды богиня плодородия Диметра с дочерью Персефоной гуляла на зеленом луге. Вдруг разверзлась земля. Появилась золотая карета в упряжке из 4 черных коней, а Аид, бог царства мертвых, подхватил Персефону и унес в подземный мир. Убитая горем Диметра облеклась в черные одежды и отправилась на поиски дочери. Темные времена настали на земле. Деревья потеряли листву, цветы увяли, не плодоносили поля и сады. Людям грозила гибель. И тогда громовержец Зевс повелел Аиду отпускать иногда жену на землю. С тех пор так и повелось, когда Персефона находится в царстве мужа. Уныние нападает на Деметру, на земле царит зима, но каждый год возвращение Персефоны к матери пробуждает природу. Богиня справедливости Астрея, дочь Зевса и богини правосудия Фемиды, олицетворяет нравственную чистоту. Мать подарила ей весы как символ взвешенного и справедливого решения. Согласно сказаниям, когда Зевс сверг с трона своего отца Крона и стал править миром, радость воцарилась на земле. То был золотой век, на земле был всеобщий рай. Но со временем все изменилось к худшему. Климат стал суровым. У людей появились заботы об одежде и теплом жилище. Оказавшись в более тяжелых условиях, люди стали истреблять животных и вести разрушительные войны за лучшие территории, пастбища и другие богатства. Любовь и верность, доброта и терпимость все реже встречаются среди людей.
Зевс решил наказать человеческий род потопом. Астрея покинула землю и перенеслась на небо, а свой главный инструмент, весы, поместила среди других созвездий. Когда-то Орион по незнанию убил любимого быка первой богини Олимпа Геры. Зная, что Орион – ловкий охотник, который может убить любого зверя, она напустила на него коварного скорпиона, укус которого смертелен. Орион погиб. По просьбе отца Ориона, бога морей Посейдона, Зевс поместил его на небо в виде созвездия и даже сделал так, чтобы они больше никогда не встречались с ядовитым скорпионом. И действительно, эти созвездия невозможно увидеть на небе одновременно. В лесу на склоне гор в Аркадии жил полубог-получеловек, кентавр Херон. Он обладал многими знаниями, был справедлив, силен, умен, любил людей и помогал им. За таланты, благородство и доброту, боги поместили Херона на небо как созвездие Стрелец, одно из красивейших созвездий южных широт северного полушария. Согласно одному из мифов, в день зимнего солнцестояния родился Зевс, последний ребенок богини Реи. Его отец, верховный бог Крон, боясь, что дети отнимут у него трон, пожирал младенцев прямо в день появления их на свет. По совету матери Геи, Рея решила обмануть кровожадного мужа. Она отправилась на остров Крит, где в самый темный день года родила сына и скрыла его в горной пещере. Коза Малтея вскормила малыша своим молоком. Зевс наделил свою любимую кормилицу бессмертием, поместив ее на небо в виде созвездия Козерога. Потеряв страх перед богами, люди стали грешить. Тогда Зевс решил покарать людей потопом. Уцелели только сын Титана Прометей Девкалион и его жена Пира. Они стали умолять Зевса снова заселить землю людьми. Оракул изрек Девкалиону ответ бога Зевса: матери кости великой бросьте назад через плечи. Подумав, Девкалион и Пира собрали множество камней и начали бросать их через плечи. Камни Девкалиона обратились в мужчин, а камни Пиры в женщин. Люди снова заселили землю и стали создавать новую жизнь. А Девкалион красуется на небе в виде созвездия Водолей, воплощая собой высшее благородство и духовность. Это созвездие было посвящено богине любви и красоты Афродите. Она одаряла богов и людей всесильным чувством любви. Ее единственная любовь была отдана кипрскому юноше, царскому сыну Адонису. Однажды, крепко держась за руки, молодые люди шли по берегу моря. Внезапно из глубины показалась уродливая морда огнедышащего морского чудовища Тифона, который не раз посягал на прекрасную богиню. Спасаясь от него, влюбленные бросились в море. В тот же миг они превратились в юрких рыб, а их руки стали двумя лентами, крепко связанными в узел. Так обманули они чудовище. После гибели Адониса по просьбе Афродиты боги поместили их рядом на небе в виде созвездия рыбы, в память о великой любви.